Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина. Предстоит очень серьезная, интересная, даже ювелирная работа в технике текстильная пицца. Взяла полотно, подойдет любая основа, старый пододеяльник, абсолютно ненужная ткань, она будет закрыта. Размер у меня 48 на 58, размер вы берете свой. И я переворачиваю нетканый материал, и у меня мой рисунок пойдет сверху вниз. В качестве клеевой буду использовать флизелин. Можно взять паутинку целым полотном или просто нарезать полоски, чтобы закрепить ваши лоскуты. На флизелин хорошо клеить крупные лоскуты, а на паутинку мелкие, потому что сцепляется паутинка вместе с основой и с вашим рисунком. На верхний фон, как всегда, я кладу небо. Небольшой такой кусочек ткани. Это у меня портьерная ткань, велюр. Построю дом. Смотрите, прочертила центр и от центра отложила нужные сантиметры, чтобы у нас ровная была крыша, длинную полоску, а крышу вырезала, взяла прямоугольник, наложила наверх домик, карандашиком мелком прочертила линию, прибавила по 0,5 сантиметров вовнутрь и ненужное вырезала. Вот такой дом получился. Я его располагаю чуть выше. Из белой ткани взяла 3 прямоугольника и ножницами сделала красивые такие, вырезала. Это будут у меня такие окна. Располагаю окна. И вырезала вот такие синие тоже окна. И когда я прикладываю наверх, получается, что вот чуть-чуть поменьше надо сделать. Получаются вот такие фигурные наличники. Вырезала вот такую дверь. Она слегка сливается, но ткань абсолютно разная и по фактуре, и по цвету. Если вам не нравится, можете сделать с другим контрастом. Прикладываю. Мне помощница обыкновенный клей-карандаш. Этот дом я никуда не буду перемещать, и поэтому я прям сразу приклеиваю на клей-карандаш сначала наличники, потом окно. Опять же, можно из белой ткани сделать рамы. Также можно и вышить на машинке. Приклеиваем обыкновенно. Берем карандаш, буквально 2 черточки и приклеиваем. Весь лоскуток клеить не надо, не обязательно. Вот, чисто зафиксировать, чтобы она у нас стояла на месте. У меня дом с такой покатой крышей. Чтобы он хорошо смотрелся, вот где угол крыши, здесь надо проложить строчку, такую жирненькую, выделить, что это передняя часть, а это боковая часть. Поэтому, когда вы размещаете окно, чтобы окно не попадало на этот шов. Также в процессе работы чердак можно отделить. Также проложить строчку. Для большего контраста размещу зелень. Примерно вот так. Чтобы у меня не было пустот, я подложила ткань. Это будет у меня береза. Правда, цвет бежевый. Черные полосочки вышью потом. Вот здесь у меня пусто торчит флизелин. Я расположу. Ну, вот так. Ну, потом подправлю. Все это еще будет приклеиваться. Может быть, меняться местами. А в левый угол расположу еще один домик. Но это будет подобие сарайчика. Он такой будет небольшой, невзрачный. Также вырезала дверь. Так, здесь у меня проходит кромка. Переворачиваю. Располагаю дверь. Вот такие маленькие розовенькие окошки сделала. Вот. Также приклеиваю на клей-карандаш. Вот в это пространство, в пустоту, вырезала вот такую длинную полоску. И туда под домики подправляю. Вот. Верхняя часть готова. И теперь скрыть вот эти все неровности некрасивые. Я опускаю вот такую полоску. Здесь у меня будут расти цветы. На маленький домик вырезал вот такой прямоугольник из флизелина, из черного. Это будет труба. И я ее закрепляю к светлому, чтобы ее было видно. Левый угол посажу еще дерево. Да и в правый можно угол добавить что-то светлое.
А теперь начинается самое интересное. Это стол, скатерть. Не обращайте внимания, что мятая, это все будет утюжиться. Для красоты к скатерти прикреплю тесемку. Она слегка закручивается. И я прохожу по всей клеем карандашом, выравнивая ее. И сейчас ее приклею. Можно также приклеить на паутинку. Паутинку на белом полотне будет не видно. Слегка приукрасила скатерть, но ее будет видно частично. Какие-то вот отрезки небольшие. И чтобы не попасть в просак, пришлось по всей скатерти делать украшения. Сразу вырезала полоску и делаю нижний фон. Приподнимаю скатерть. Все. Можно еще по краю тоже сделать фон. Я придумала новое, как делать людей. Смотрите, это у меня шаблон. Я взяла в интернете картинку, распечатала, вырезала тетю. Вот видите, она. Я не стала склеивать, не считаю нужным. Вот она платье. Вы сами знаете, что людей делать очень тяжело. И смотрите, по шаблону я вырезала платье. Я прям, смотрите, беру это флизелин клеевой стороной наверх. Женщину видно, очень хорошо даже видно. Я размещаю платье. Вот по этому шаблону я ее буду одевать. Почему я решилась? Потому что у меня будет вуаль, отделка. Она не ложится хорошо. Ее надо обязательно приклеивать. И утюгом, и на карандаш. Вот рука, рукав сделала. Руки. Когда все проутюжу, флизелин просто потом вырежу и все. Вторая рука идет из-под платья туда вовнутрь. Немножечко подправляю. Руку вставляю под платье. Хочу сделать всякие кружавчики, рюшечки. И вот что говорю. Вот такая страшная голова получается. Да, непонятно какой нос, непонятно какие губы. Это очень ювелирная работа. Вставляю голову. Это волосы. Вот такую вырезала шляпу в тон к платью, но отличается оттенком. Вырезала такую неровную полоску вуали, больше платья в 2 раза примерно. И мне надо ее сдрапировать так, чтобы она была пышная. Вот можно зафиксировать булавками, потому что на клей-карандаш вряд ли она будет приклеиваться. Или наметать, проутюжить, а потом наметку снять. Ну, как-то вот так это будет выглядеть. И такая же полоска пойдет внизу, под юбкой. Смотрите, я тут над ней слегка подработала. Сейчас прохожусь утюгом, но при возможности лишний флизелин я отрезала, потому что он сейчас приклеится к утюгу, потому что клеевая это наверху. Да, я соглашусь, руки страшноватые, тетка страшноватая. Ну, а что сделаешь? Не всем быть красивым. Когда пройдусь утюгом, вот эта нижняя наметка, ее можно снять, потому что все приклеится к флизелину и ткани. А вот эта верхняя, как она называется, не знаю, как называется в этих платьях, она приметана поверху. Ее надо по-любому как-то закреплять. Или сюда также пустить какие-то кружева, или невидимой ниткой пришить. Я ее примерила к столу. Сейчас делаю еще 2 мадамы и потом все проутюжую. Работа моя полностью готова. Вот такая она получилась. Яркая, красивая. Девчонки, потеряла часть видео. Я не знаю, может, что-то не записалось, может, случайно стерла. Но когда я все выложила, положила сверху сетку. Это у меня фатин. Прошлась через мокрую марлю. Все зафиксировала булавками. И потом начала делать стежку. Повторяться не буду. Может быть, я найду эту часть видео. Вот такие девчонки у меня красивые получились. Щечки я нарисовала краской акриловыми. Выделила одежду. Вот именно контрастной ниткой, чтобы было бросалось в глаза. Конечно, вот эта женщина мне не очень нравится, что я сделала белой ниткой, но ничего. Глазки, губы я вышила.
Опять же, вот бант, все вот это вот выделила. Может быть, я сюда добавлю бисерки. Стулья выделила черным цветом. Вот она у меня собачка. Прошлась несколько раз туда-сюда. Фон вышивала зеленой ниткой, нижней, зелень. А наверху, где небо, белой ниткой. На домах сделала рамы, черепицу, выделила красиво дверь. Ну, вот такая работа получилась. Вот тут, где окна рамы, я немножко неровно пустила строчку. Это надо мне подпороть. По поводу накрытого стола сильно заморачиваться не стала. Не стала каждый фрукт, кастрюльку, чашечку отдельно вышивать. Я прошила одной строчкой, заполнила белыми нитками. Итак, я зафиксировала все наше кушанье. Постаралась также красиво сделать одежду, более празднично. Опустила декоративную строчку. Разные вот эти как складочки, выделила шляпу. Мои девчонки тоже, наверное, отмечают 8 марта, только по-летнему. Девчонки, я вас поздравляю с 8 марта. Желаю всего самого хорошего, самого светлого, чтобы дети радовались, чтобы дома было спокойствие. Будьте красивы, счастливы, радостны. Одним словом, желаю вам самого наилучшего. И также не забывайте ко мне заходить в гости на канал, подписываться, сжать колокольчик, чтобы не пропустить видео. Обязательно писать комментарии. Кто на моем канале впервые, загляните по плейлистам. Там много чего интересного. Плейлист «Текстильная пицца» или «Лоскутное шитье». В этом плейлисте очень много вот в этой технике. Текстильная пицца. Из ненужных обрезков, которые просятся на помойку, я создаю красивые работы. Они могут пойти как на подушку, картину, панно, какой-нибудь коврик, сидушку. Да фантазий много. Девчонки, не ленитесь, пробуйте, это легко. На этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Но часть видео вы много не потеряли. Там совсем немножко, что я делала вот этих женщин. Все. Пока-пока.